То, что лежит сейчас у вас в холодильнике под названием клубника, не то, чем кажется. Совсем не то. Это растение — потомок куста, который полвека не приносил ни одного плода, ни единого. Куст, который привез в Европу человек под чужим именем, шпион, рисковавший головой ради карт вражеских крепостей. И вот что еще. То, что вы называете ягодой, даже не ягода, ботанически нет. Все это правда, ни одного слова преувеличения. 3 века назад одна случайность определила, каким будет вкус того, что растет сейчас у вас на грядке. Разбираем по порядку. В этом канале я собираю именно такие истории, там, где происхождение самых обычных вещей оказывается совсем не тем, чем кажется. Подписывайтесь, если любите докапываться до сути. А мы возвращаемся к клубнике. Небольшое уточнение по словам. То, что мы называем клубникой, для ботаников — садовая земляника. Клубника в строгом смысле — отдельный, куда менее урожайный вид. А тот крупноплодный гибрид, что лежит у вас в холодильнике, правильно называть земляникой. Дальше я буду использовать это слово. Держите в голове одну деталь. Разгадка этой истории будет связана с анатомией, точнее, с одной деталью строения куста, на которую лучшие ботаники Франции полвека смотрели в упор и не замечали. Запомните это. Через 15 минут вернемся именно к этой детали. В Европе XVII века садовая земляника — растение второго сорта. Дикая лесная земляника, фрез де буа, растет по обочинам и опушкам. Ее собирают, но не культивируют всерьез. Ягоды мелкие, размером с ноготь. Ни один уважающий себя садовод королевского двора не тратит грядку на землянику, когда есть груши, персики и виноград. Земляника — низкий, почти сорный десерт для тех, кто не может позволить себе фрукты подороже. При дворе Людовика XIV, впрочем, есть исключение из этого пренебрежения. В королевском огороде Версаля, специально построенном для стола короля, главный садовник Жан-Батист де ла Кентине выращивает землянику вне сезона, заставляя ее созревать уже к концу марта, на несколько недель раньше природного срока, с помощью хитрых микроклиматических грядок. Для XVII века это настоящее садоводческое чудо. Это делает будущую находку Фризье не просто ботаническим курьезом. Это делает ее потенциальным подарком двору, уже знающему толк в ранней землянике. Растением, которое, если получится довести до ума, может понравиться самым взыскательным садовникам страны. Кстати, само латинское название рода, фрагария, происходит от слова fragrans, благоухающий. Формально род под этим именем в 1753 году закрепил Карл Линней, тот самый, кто придумал всю современную систему называния видов. Ботаники дали земляничному роду имя не за вкус и не за цвет, за запах. Сладкий, узнаваемый аромат зрелой ягоды показался Линнею настолько характерным, что стал именем целого рода растений на века вперед. Есть в этой истории и другая языковая ирония. По легенде, фамилия человека, который спустя века окажется в центре этой истории, Фризье, происходит от старофранцузского «фрез» — земляника. Один из его предков якобы был возведен в рыцари королем именно за подношение спелой лесной земляники ко двору. Документального подтверждения легенде нет. Сам Фризье судя по всему, даже не упоминал. Но совпадение слишком заметное, чтобы пройти мимо него молча. Именно в этот момент, когда никто не видит в землянике никакого будущего, в игру неожиданно вступает война. Начало XVIII века. Европа втянута в войну за испанское наследство. Внук Людовика XIV занял испанский трон, и почти вся Европа воюет против самого этого факта. Испания формально союзник Франции, но ревниво охраняет свои колонии в Южной Америке от любого чужого влияния. Французским купцам из Сен-Мало отчаянно нужен доступ к Тихоокеанскому побережью Чили и Перу. Обычные пути через Атлантику блокированы войной. Единственный шанс — обогнуть континент и торговать напрямую, пока никто не видит. Для такой миссии нужен не купец. Нужен человек, который умеет считать, чертить и запоминать, и не вызывать подозрений. Выбор падает на Амеде Франсуа Фризье. Военный инженер, математик, автор книги о фейерверках,
Совершенно неожиданная специализация для будущего героя ботанической истории. В 1712 году он получает задание, о котором открыто никто не говорит. Под видом торговца добраться до испанских колоний в Чили и Перу. И пока идет официальная торговля, тайно составить точные карты крепостей, портов, оборонительных сооружений. Сколько орудий, где хранятся боеприпасы, какими путями можно подойти незамеченным. Фризье садится на корабль. После почти 5 месяцев плавания в июне 1712 года высаживается в чилийском порту Консепсьон. Следующие 2 с лишним года он блестяще играет свою роль. Изображает купца, заводит знакомство с испанскими чиновниками. Под предлогом торговых переговоров посещает крепости. И все это время незаметно составляет их чертежи. Он фиксирует, сколько орудий на каждом бастионе и где хранится порох. Просчитывает, какими путями удобнее подойти незамеченным, а какими отступить. Риск при этом реальный, не преувеличенный. Испания в этот период крайне подозрительна к иностранцам в своих тихоокеанских колониях. Любой чужак, задающий слишком много вопросов о фортификациях, рискует не просто депортацией, казнью. Фризье балансирует на этой грани 2 с лишним года подряд, среди чиновников, которые в любой момент могли что-то заподозрить, и ни разу не проваливается. Официальным прикрытием его пребывания служит вполне безобидный интерес. Фризье изучает и описывает местную флору, как и полагается путешественнику-натуралисту его эпохи. Именно в рамках этого прикрытия он и обращает внимание на растения, которые местные жители выращивают на полях в окрестностях Консепсьона. Землянику. Совершенно не похожую на европейскую. В отличие от Франции, где земляника растет по обочинам сама по себе, здесь ее возделывают целыми полями, как пшеницу или виноград, а не как редкий лесной трофей. В путевых записках Фризье пишет увиденное почти дословно так. Местные выращивают целые поля земляники с более крупными плодами, чем в Европе, размером с грецкий орех, а иногда с куриное яйцо. Цветом бледно-красноватые, на вкус чуть менее нежные, чем лесная земляника. Уже тогда, в момент первой находки, он честно фиксирует главный будущий парадокс этой истории. Растение поражает размером и проигрывает по вкусу. В начале 1714 года Утрехтский мирный договор меняет расклад сил вокруг всей экспедиции. У Фризье появляется официальный повод как можно быстрее вернуться на родину. Перед отплытием он принимает решение, которое современным ботаникам покажется почти безрассудным. Вместе с секретными картами и путевыми записями он берет с собой несколько живых кустов чилийской земляники. 5 или 6 растений, источники расходятся в точной цифре. Проблема в том, что путь домой лежит не через короткую Атлантику, а вокруг мыса Горн, самой южной, самой опасной оконечности континента. Даже опытные капитаны неделями борются со штормами в ледяной воде. Палубу заливает солеными брызгами, в трюме холодно и сыро. Горшки с землей приходится крепить, чтобы не разбило о борт. Растениям нужна пресная вода, того самого ресурса, которого на паруснике вечно не хватает даже для живого экипажа. Шторм, качка. Матросы держатся за канаты, чтобы не смыло за борт. А посреди всего этого один человек методично отмеряет драгоценную пресную воду не себе, горшкам с землей. По свидетельствам современников, Фризье лично ухаживает за кустами всю дорогу. Часть своей собственной питьевой нормы он регулярно отдает растениям, а не себе. Если вам нравится узнавать, как шпионаж и исторические случайности формируют наш сегодняшний быт, подписывайтесь. Здесь я регулярно разбираю именно такие неочевидные связи между большой историей и вашей грядкой. Взамен на воду он получает результат. Часть кустов гибнет в пути, 5 растений все же доживают до французского берега. Вернувшись, Фризье оставляет одно растение себе. Еще 2, как обещал во время плавания, достаются суперкарго корабля, офицеру, отвечавшему за груз, делившемуся с ним пресной водой в самые тяжелые недели пути.
Оставшиеся передает людям, способным дать находке настоящее ботаническое будущее. Своему морскому начальству в Бресте и Антуану де Жусьё, главе Королевского ботанического сада в Париже, одному из самых авторитетных ботаников страны. И вот тут начинается 50 лет разочарования. Кусты чилийской земляники приживаются в европейских садах прекрасно. Пышные, здоровые, с крупными резными листьями. Заметно эффектнее скромной лесной земляники, к которой все привыкли. Ботаники охотно рассаживают их по своим участкам, показывают гостям как экзотическую диковину, привезенную лично шпионом французского короля. Проблема лишь в одном. Год за годом эти кусты почти не дают ягод. Изредка на отдельном кусте появляется единичный плод, будто в насмешку над всеми ожиданиями. Полноценного урожая нет. Садоводы перебирают десятки объяснений. Одни винят европейскую почву, другие — климат, недостаточно теплый по сравнению с Чили. Третьи уверены, что растению просто нужно больше времени на акклиматизацию. Кусты пересаживают, удобряют, защищают от холода. Ничего не помогает. При этом сам куст успевает войти в моду именно как диковина, а не как урожайная культура. Пышный чилийский куст сажают в оранжереях и партерных садах вельмож, рядом с другими заморскими редкостями, тюльпанами из Голландии, экзотическими цитрусовыми в катках. Гостям с гордостью показывают происхождение растения, не его пользу. Пользы попросту нет. Полвека, с 1714 по 1760-е годы, французская ботаника имеет доступ к самому крупноплодному виду земляники из известных на тот момент в Европе. И полвека этот вид остается практически бесплодным украшением грядки, а не источником еды. Растение, ради которого человек рисковал жизнью на секретном задании, превращается в живой памятник несбывшимся надеждам. Если бы ботаники XVIII века судили только по результату, чилийскую землянику давно списали бы как курьез. К счастью, среди тех, кто продолжает наблюдать за этими кустами, оказывается человек, который смотрит на проблему иначе. В 1760-е к делу подключается молодой натуралист Антуан Никола Дюшен. Ему 17 лет, когда он получает доступ к королевским коллекциям земляники. Он практически вырос в ботаническом саду Малого Трианона. Отец служил смотрителем королевских построек и был близок с главным садовником двора. В 1759 году Людовик XV распорядился свести в эту коллекцию все известные Европе виды растений. К моменту, когда земляника заинтересовала подростка, он уже имеет доступ ко всем известным видам этого рода разом и учится у Бернара де Жусьё, одного из самых авторитетных ботаников страны, племянника того самого Антуана де Жусьё, которому полвека назад достались чилийские кусты фрезье. За молодостью Дюшена стоит редкая для этого возраста дотошность наблюдателя. Готовность неделями просто смотреть на растения, вместо того, чтобы доверять уже устоявшимся объяснениям. Дюшен замечает то, что до него в упор не видели десятилетиями. Не все кусты земляники одинаковы по своей биологии размножения. У некоторых видов существуют отдельно растения с только женскими цветками, способные дать зависть плода, но не способные опылить себя сами. И отдельно растения с мужскими цветками, которые сами по себе плодов не завязывают вообще. Это явление в ботанике позже назовут двудомностью, когда для урожая растению обязательно нужен отдельный партнер другого пола рядом. Внимательно изучив чилийские кусты, Дюшен приходит к выводу: перед ним преимущественно женские экземпляры. Все 50 лет европейские ботаники держали на грядках крупноплодное растение, которое физически не могло плодоносить в одиночестве. Ему не хватало партнера, а высаживать рядом что-то подходящее по чистой случайности за полвека так никому и не пришло в голову. Дюшен целенаправленно высаживает рядом с женскими чилийскими кустами землянику виргинскую, вид с сильными мужскими цветками, уже завезенный во Францию из Северной Америки. Опыление срабатывает почти сразу. Крупноплодные кусты впервые за полвека дают полноценный урожай. Гибрид оказывается крупнее, мясистее и ароматнее обоих родителей. За эту работу, не только за скрещивание, но и за первую полноценную научную классификацию всего рода,
Дюшена позже назовут одним из основателей научной помологии. Немалая часть этого фундамента заложена человеком, которому на момент открытия не было и 20 лет. У самого Дюшена, к слову, финал жизни выйдет совсем не таким триумфальным, как этот момент при дворе. Спустя 30 лет грянет французская революция. Селекция земляники во Франции остановится на десятилетия, а сам Дюшен едва избежит гильотины и доживет остаток жизни школьным учителем, в бедности, вдалеке от королевских садов, которые когда-то были его домом. Открытие пережило автора, слава нет. 6 июля 1764 года 17-летний Дюшен лично преподносит корзину этих ягод королю Людовику XV, самых крупных ягод земляники, какие тот когда-либо видел, по свидетельствам придворных. Тому самому двору, где полвека назад земляника считалась десертом для тех, кто не может позволить себе фрукты подороже. Сам Дюшен позже напишет о землянике фразу, которая могла бы стать эпиграфом ко всей этой истории. Давно известно в садах вокруг Парижа, но там ею пренебрегают. Гибрид получит латинское имя Фрагария ананасса, землянику ананасную, за тонкий аромат, напомнивший ботаникам того времени запах ананаса. Именно этот вид, рожденный из скрещивания провалившегося чилийского трофея шпиона и обычной североамериканской земляники, прямой предок практически всей клубники, которую сегодня выращивают на планете, включая ту, что растет у вас на даче. 50 лет бесплодные кусты воспринимались как неудача, но именно эта неудача оказалась необходимым условием следующего шага. Привези фрезье растения, которое сразу же прекрасно плодоносило само по себе. У ботаников не возникло бы повода искать партнера для скрещивания, а вкус так и остался бы посредственным чилийским. Провал одного шпиона оказался незавершенным экспериментом. Ему просто не хватало одного наблюдения и человека, готового его сделать. И вот финальный поворот, который многие узнают впервые. С ботанической точки зрения, та ягода, что вы только что представили, вообще не ягода. Настоящие плоды земляники, крошечные желтые точки-семянки на поверхности, каждая с собственным семенем внутри. Их у одной ягоды бывает до 200. То, что мы едим, сладкая красная мякоть под ними, не плод в ботаническом смысле, а разросшиеся цветоложа. Просто ткань, которая набухла и покраснела, чтобы приманить животных для распространения настоящих плодов семянок. По ботанической классификации, к слову, банан, авокадо и помидор как раз настоящие ягоды, а земляника — нет. Если этот твист прямо сейчас немного сломал вам картину мира, поставьте лайк. Так я пойму, что такие факты стоит выкапывать чаще. Получается забавная картина. Целая история про шпиона, чертивший карты крепостей, про полвека разочарования, про подростка, разгадавшего пол растения, вся эта история о ягоде, которая ягодой не является. Даже название вводит в заблуждение. На латыни род называется в честь запаха, а не в честь того, что мы условно считаем ягодой. Растение, ради которого человек однажды рисковал жизнью на секретном задании, оказалось не тем, чем кажется даже с ботанической точки зрения. Не в первый раз в этой истории вещи оказываются не тем, чем выглядят. Напишите в комментариях, у вас бывало, что то, что много лет выглядело провалом, потом оказывалось единственной причиной, почему что-то вообще получилось? А может, знаете другие вещи, которые называются не тем, чем являются на самом деле? Мне правда интересно почитать ваши истории. Мы склонны судить о ценности усилия по немедленному результату. Есть плод — усилие не напрасно. Нет плода — усилие провалилось. Это удобный способ мышления. Он экономит время и избавляет от необходимости разбираться дальше. Но иногда единственное, чего не хватает результату, не еще одного усилия того же рода, а совсем другого взгляда со стороны. Полвека взрослые, опытные ботаники смотрели на пышный, но пустой куст и видели законченную неудачу. 17-летний подросток, у которого не было ни их авторитета, ни их опыта, посмотрел на тот же куст и увидел не неудачу, а незаконченный вопрос. Провал — это не всегда конец эксперимента.
иногда это его середина. История Дюшена добавляет к этому еще один слой. Открытие может пережить своего автора, а признания нет. Дюшен разгадал загадку полувековой давности в 17 лет. Умер школьным учителем в бедности. Клубника, которую он подарил миру, тем временем разошлась по каждому континенту. В следующий раз, когда возьмете с грядки клубнику, или, если следовать ботанике точно, ту самую садовую землянику, вспомните, за этой ягодой, вернее, не ягодой, военный шпион, чертивший карты вражеских крепостей, 50 лет разочарования, и один подросток, который умел смотреть внимательнее взрослых, и один король, который получил самую крупную землянику в своей жизни из рук 17-летнего мальчика, и, кажется, даже не подозревал, через что она прошла, чтобы попасть на его тарелку. А если хотите узнать историю овоща, который английские врачи официально называли немногим лучше яда, смотрите видео, которое сейчас появилось на экране. Увидимся там.